Я задала себе простой вопрос. Какие художники становятся великими? Великими не потому, что нарисовали большее количество королевских особ или придворных дам. Великими становятся только те, кто не просто не боится не угодить публике, а даже не стремится к этому. В своих картинах Эдвард Мунк пишет то, что для него важно, выражает свои чувства, на то он и экспрессионист. Но только вот волнует его смерть и страх жизни. Сильной творческой темой Мунка является боль от потери близких людей. Его скандальная работа «Больная девочка», посвященная младшей сестре, ее попросту назвали незавершенной, хотя сам Мунк посчитал ее одной из лучших. Он часто пренебрегал деталями. Ведь произведение искусства завершено тогда, когда автор откровенно выразил все, что у него на душе. Да и кому, скажите мне, нужны детали фона, если ты смотришь в глаза умирающему ребенку? Ночь Сен-Клу, посвященная отцу. В его жизни было много абсолютно разных трагедий. И именно их он во многом выражает в своем творчестве. Мунк во многом находился на грани импрессионизма, вдохновлялся Ван Гогом и Гогеном и экспрессионизма. Ведь только в живом моменте есть действительно яркая эмоция. Цикл из 22 работ «Фриз жизни», поэма о любви, жизни и смерти дает эмоциональное описание всей жизни. Рождение любви, расцвета и заката любви, страха жизни и смерти. Именно целостность фриза жизни раскрывает мировоззрение Мунка. То, что ему, как автору, в жизни кажется самым ценным и значимым. Эдварду Мунку предлагали нарисовать картины для ратуши. Но он отказывался, какие бы деньги ему ни предлагали, потому что не хотел, чтобы его запомнили только по этим картинам. И в этом есть определенно злая ирония. Образ Мунка во многом преподносит более драматичным и театральным. Эдакий безумный гений и депрессивный психопат. Но ведь это было совершенно не так. Все как будто бы сговорились и закрывают глаза на то, что он обладал прекрасным чувством юмора, был признанным и достаточно успешным художником, прямолинейным и очень честным человеком. Да, в его жизни происходило много печальных событий. Но это лишь повод постараться понять его лучше, а не мыслить стереотипно и игнорировать его многогранную личность.